вам удачи, счастья и радости. Один из героев романа «Град обреченный» братьев Стругацких говорил, что писатель – это больная совесть общества. Совесть, о которой сам социум может и не подозревать, лишь время от времени ощущая болезненные симптомы в виде произведений, непонятно чем западающих в души рядовых обывателей. И речь сейчас идет не только и не столько о литературе. Под определение больной совести нашего мира может попасть как художник, композитор, режиссер и даже музыкант. Егор Летов – личность не просто уникальная. Он был одним из самых настоящих музыкантов российского андеграунда. Постоянные и мучительные поиски новых форм выражения говорят о его необычайном таланте. Летов всегда находился в подполье и был в оппозиции к любой власти, к любой культуре и к любой морали. Он верил только в рок-н-ролл. Как говорил сам музыкант, рок – это когда все до конца. Живешь – так живешь, нет – так нет. Снимков Летова сохранилось не очень много. На них он обычно запечатлен во время выступлений, либо дома с любимыми котами. Летов обожал литературу, и с каждой поездки он всегда привозил полные чемоданы новых книг. Кто здесь самый главный анархист? Кто здесь самый хитрый шпион? Егор Летов, а при рождении Игорь Летов, лидер культовой группы «Гражданская оборона», рок-музыкант, поэт, икона появившегося в России в 80-е годы рок-направления «Сибирский андеграунд», младший брат саксофониста-импровизатора Сергея Летова. До распада СССР он являлся радикальным антисоветчиком, после стал приверженцем идеи правильного социализма, перешел на сторону национал-патриотов, участвовал в проектах Эдуарда Лимонова и Александра Дугина, находившихся в оппозиции тогдашнему главе государства Борису Ельцину. Будущий крестный отец отечественного панк-рока появился на свет 10 сентября 1964 года в Омске. Его папа, потомок крестьян Северного Урала, был военнослужащим, прошел Великую Отечественную войну, в конце 80-х стал секретарем одного из городских райкомов партии. Мама, потомок казачьего рода Мартемьяновых, работала врачом. Рос Игорь в неблагополучном спальном районе Омска. Там проживало много бывших заключенных, нередкими были случаи поножовщины. С раннего возраста он любил читать книги писателей-фантастов Станислава Лема, братьев Стругацких, Рэя Брэдбери и Роберта Шекли, а с годами стал поклонником Николая Гоголя и Федора Достоевского. От отца, бывшего запевала в армейском строю, обоим сыновьям передалась любовь к музыке. Профессионального музыкального образования Игорь не получил. Самостоятельно учился играть вначале на ударных инструментах, потом на бас-гитаре. Ему нравилось слушать привезенные братом пластинки Beatles, Led Zeppelin, Shocking Blue. Какое-то время он занимался с учителем фортепиано, но вскоре педагог вынес ему вердикт: ни слуха, ни вообще каких-либо музыкальных способностей. Старший брат Сергей учился в школе-интернате в Академгородке Новосибирска. Потом поступил в Московский институт тонких химических технологий. Окончив в 1982 году школу, младший брат перебрался к нему в столицу и стал учащимся одного из московских строительных ПТУ. Но ненадолго. Через год его отчислили за академическую неуспеваемость. Со старшим братом, самоучкой-саксофонистом, у них были многочисленные творческие разногласия. Результатом неприятия идей и мнений друг друга стало прекращение их совместных занятий музыкой и возвращение Игоря домой в Омск. Дома Игорь некоторое время зарабатывал на жизнь, рисуя плакаты, портреты Ленина, макеты и другие средства наглядной агитации по заказам местных промышленных предприятий, был рабочим на стройках и подрабатывал дворником. Карьеру рок-музыканта он начал с создания совместно с Костей Рябиновым коллектива «Посев», получившего название в честь одноименного издания иммигрантов «Национальный союз русской молодежи за рубежом». С этой поры биография пионера русского панк-рока была неразрывно связана с музыкой и творчеством.
Ради нового образа Летов изменил прическу и имя. Поначалу в насмешку он называл себя Егором Дохлым, но вторая часть псевдонима не прижилась. В те годы Егор еще не мог позволить себе приобретение качественной звукозаписывающей аппаратуры, поэтому приходилось писать на обычный магнитофон. Творческий процесс осуществлялся в обычной квартире с использованием примитивного оборудования, поэтому качество звука было ниже среднего. Но даже став популярным, Летов не отказался от старого метода записи, сделав квартирный звук своей фишкой. Я хотел бы лежать на белой кровати дома за окном, полузакрытым зеленой шторой будут петь птицы, и солнце, и яблони будут шуметь. В 1984 году он вместе с Рябиновым запустил проект «Гражданская оборона». В течение года, вдохновившись такими жанрами, как гаражный рок, панк-рок, пост-панк, на домашней непрофессиональной аппаратуре они записали массу композиций. Большинство их концертов проходили подпольно, а кассеты с их песнями тайно распространялись с рук. Советская молодежь, изголодавшаяся по свободе слова, с восторгом приняла принципиально новую музыку и нецензурные тексты, наполненные всем понятным смыслом. Наверное, самая популярная из самых ранних песен гражданской обороны «Зоопарк» еще полна светлого и по-юношески наивного духа. В ней даже проступают некие хиппистские нотки и противопостановление себя унылой действительности и мертвому официозу советской культуры. А когда я приду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Их бурная деятельность не осталась без внимания компетентных органов в лице МВД и КГБ. Когда эти органы потребовали закрыть группу, ее создатель отказался, его насильно упрятали в психбольницу. Там к мятежному музыканту применяли особые методы лечения. Кололи сильнейшими препаратами нейролептического действия. Такие медикаменты вызывают полное изменение психики больного, и Егор оказался на грани настоящего сумасшествия. Чтобы не потерять способность мыслить, он принялся писать стихи и впервые прозу. Пробыв в медицинском аду около 4 месяцев, он наконец оказался на свободе. Вырваться удалось благодаря брату Сергею, который пообещал властям обнародовать эту историю в заграничной прессе, чтобы весь мир узнал о том, как в Советском Союзе уничтожают непокорных музыкантов. Моя оборона, солнечный зайчик стеклянного глаза. Под конец 80-х Летов сошелся с Янкой Дягилевой, которая стала не просто его гражданской женой, но и музой. Плодами их совместного творчества стал ряд пластинок и многочисленные концерты-квартирники. Забегая вперед, Дягилева ушла из жизни в 1991 году при загадочных обстоятельствах. Был это несчастный случай, убийство или суицид, неясно до сих пор. 9 мая 1991 года она ушла с дачи под Новосибирском. Тело девушки нашли спустя неделю в реке Ине. Ее череп был проломлен. Второй гражданской супругой Летова стала администратор группы Анна Волкова. По словам друзей, она не только могла организовать их выступления и ремонт аппаратуры, но и держать коллектив в относительно трезвом состоянии. Девушка ушла от Игоря после того, как он ее побил. По другим сведениям, причиной стала измена Летова. В 1997 году Летов женился на журналистке, выпускнице Новосибирского университета и будущей бас-гитаристке гражданской обороне Наталье Чумаковой. Ради него она развелась со своим первым мужем, и в отличие от Анны, она не боролась с пристрастием Игоря к спиртному. Ну а тогда, после выступления на Новосибирском рок-фестивале весной 1987 года, Летова хотели снова отправить в психушку, из-за чего он вместе с Янкой Дягилевой ударился в бега и был объявлен в розыск. Полгода они скитались, объездив автостопом почти всю страну. Жили среди хиппи, пели песни на дорогах, питались чем Бог послал и воровали на базарах продукты. Ночевали в подвалах, в заброшенных вагонах, на чердаках. При любых возможностях давали квартирни. В этих поездках родилось множество песен, в том числе эпатирующая песня «Попс», исполненная с непередаваемой ликостью и озверением.
Это была, наверное, первая отечественная песня про попсу, задолго до программных опусов того же Шевчука. Правда, в исполнении Егора этот термин обретает глобальное значение, становится символом разложения, мертвечины и инерции. Кстати, очень интересную, сильно переделанную, почти хип-хоповую украиноязычную версию попса сделали на трибьюте гражданской обороны «Вопли Видоплясова». У ваших мозгов жирные попс, по вашим жилам струмить огни, у ваших зраков сестра бурак, из ваших родин смерть кизяк. Ну что за попс? 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 Но сколько бы гораздо более сильных и талантливых композиций не написал Летов позже, но именно эта четырехаккордная песенка про дедушку Ленина и товарища Ким Ир Сена останется визитной карточкой гражданской обороны. По словам самого Летова, обычно не слишком любящего растолковывать смысл и содержание своих песен, все идет по плану, в его представлении должна была отражать некий поток сознания опустившегося, пьянствующего и одинокого советского человека. Для того, чтобы точнее реализовать свою задумку, Егор применил простой прием погружения в ретранслируемую атмосферу. Он сел перед телевизором, представил себя рядовым советским обывателем и стал записывать все, что приходит ему в голову, жадно впитывая информацию, льющуюся с голубого экрана. Все записанное Летов после пересказал, утрировав некоторые моменты. А в итоге получилось около 2 десятков куплетов, из которых автор отобрал лучшие по своему мнению. Стоит ли говорить, что песня обрела бешеную популярность фактически сразу после выхода, а после и вовсе стала самой заезженной композицией группы. Сам Летов при этом не понимал, что именно так зацепило фанатов, ведь ничего выделяющего его среди других композиций автора нет. Сегодня, когда Летов уже давно стал символом протеста, все идет по плану, это не только голос улиц и сатирическая усмешка в лицо государственному режиму. Эту песню исполняют современные артисты вроде Гречки или Александра Пушного. Ее перепевают герои сериала «Полицейский с Рублевки», что, возможно, не слишком нравится почитателям творчества Летова, но однозначно говорит о том, что композиция действительно узнаваема и популярна. Границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох. Разложился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану, все идет по плану, все идет по плану, все идет. Правда, сейчас многим юным слушателям придется объяснять, что фраза о том, что при коммунизме все будет бесплатно, действительно имела место в советской идеологии, так как считалось, что деньги потеряют свою ценность и будет действовать принцип «от каждого по возможности, каждому по потребности». А самая трагическая фраза песни «там, наверное, совсем не надо будет умирать» отсылает к писателю Платонову. Как рассказывал сам Летов, Андрей Платонов после революции ходил по деревням, и там говорили, что теперь после революции не будет больше смерти. И когда какой-то дедушка умер, все поняли, что что-то не так. Все будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Интерес к композиции выходит даже за пределы постсоветского пространства. Не так давно «Все идет по плану» спели на ломаном русском Massive Attack.
Однажды судьба свела бруклинского музыканта Чейса Винтерса с русскими ребятами в Нью-Йорке. Чейз настолько проникся русской культурой, что за несколько лет сам выучил язык по онлайн-курсам и сериалам, а потом он познакомился с творчеством наших рок-музыкантов Егора Летова, Бориса Гребенщикова, Земфиры и многих других. Теперь, благодаря ему, сибирский рок и песни группы «Гражданская оборона» добрались и до Бруклина. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Родной город Егора Летова – Омск, и сейчас именно Омский симфонический оркестр исполняет лучшие произведения гражданки в весьма оригинальном звуковом оформлении. К 1989 году творчество Летова переживает эволюционные изменения. Гражданка становится полноценной группой и доводит шумный грязный саунд и суицидально-апокалиптические настроения до предела. Антисоветская направленность сохраняется, но она становится для Летова лишь частным приемом отображения грядущего духовного Армагеддона всей человеческой цивилизации. Плакатности становится меньше, глобальности и остервенения больше. И главное, находясь под сильным впечатлением от длинных баллад Башмачева, Летов отходит от своего формата яростных и стремительных панк-песен и начинает создавать большие полотна. В конце 1988 года он создает самое известное из полотен 14-минутную композицию «Русское поле экспериментов», впервые зафиксированную на одноименной акустической записи. Русское поле экспериментов. По воспоминаниям самого автора, толчком к написанию «Русского поля» стал просмотр двух документальных фильмов «Морда дьявола» и «Лики смерти», где много и долго убивали разных животных. Большой любитель всяких тварей, Летов впал в шокирующее состояние. Я чуть с ума не сошел. У меня было два состояния – либо умереть, либо идти убивать налево и направо. При этом Янка и мои согруппники, смотревшие то же, что и я, сидели на кухне, смеялись, курили, как будто ничего не произошло. Вот тогда, в течение этой ночи, я сочинил эту песню. В тексте немало отсылок и цитат к Борису Годунову с «Кровавыми мальчиками», к Альберту Камю с его «Посторонним», к Николаю Некрасову с его «Сейтер разумное, доброе, вечное», и даже к истории одного самурая, который перед харакири написал в записке «Уничтожу весь мир». А самую знаменитую фразу «Вечность пахнет нефтью» Летов, по его словам, позаимствовал у философа Бертрана Рассела. Вечность пахнет нефтью. Тогда, в 1989 году, «Русское поле» казалось Летову его творческим пределом, за которым у него нет ни слов и голоса. И в начале 90-х, буквально на пике популярности «Гражданской обороны», он объявляет о распуске группы и фактически исчезает с поля зрения СМИ. Правда, в промежутке между первым и вторым Летов успевает записать альбом «Прыг-скок» под совсем уже другой вывеской. Когда я впервые включил запись этого альбома, то испытал чувство приятной ошарашенности. Вместо ожидаемого ляска, грохота и рева нас встречала песня про дурачка, спетая акапелла. Текст песни был написан в полубессознательном состоянии во время энцефалитной горячки. В 90-м году я умирал. У меня была температура 40-41 градус. Представляете, в течение месяца.
Это физически невозможно. Самое неприятное в этом состоянии – это не то, что 41 градус постоянно, а то, что не спишь, невозможно уснуть. И это бессонное состояние продолжалось около 40 дней, в течение которого я в некий момент начал творить. И альбом «Прыг-скок» – это вещь оттуда. И оттуда эта песня. Это был огромный поток сознания, который шел, а я записывал. Текст песни действительно представлял собой поток сознания с характерными для начитанного Летова аллюзиями. Мы можем встретить отсылку к советскому лозунгу «Ленин всегда живой», афоризм «В окопах нет атеистов» и образ из повести японского писателя Акутагавы. Центральный же рефрен песни «Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя» Летов подчеркнул из заклинания на смерть, найденного в каком-то сборнике древнерусского фольклора. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. После записи альбома «Прыг-скок» Егор Летов на целых 2 года исчез с дотошных глаз СМИ. Но в 93-м слушатели поняли, что одиозный бунтарь советского рока не терял время даром, ибо на кассетных раскладках появился новый альбом «100 лет одиночества», который многие считают лучшим во всей обильной дискографии Летова. «100 лет одиночества» стал логичным продолжением «Прыг-скока», однако с более тщательным подходом к звуку. Летов назвал все это дело психоделическим панком и посвятил 60-м годам. Вот только битловская «Люси в небе с алмазами» превратилась у него в сомнамбулическую Офелию, которая грохнулась с неба в реку и поплыла в свой апельсиновый лес. Песню даже можно назвать лирической, если это слово вообще применимо к творчеству Летова. В ней не было характерных для гражданской обороны нецензурных выражений и политических заявлений, зато были броский риф, мелодичность и парадоксальные метафоры, змеиный мед, гранитный восторг, невидимый лифт на запредельный этаж, описывающее некое почти сказочное и совсем не страшное путешествие в загробный мир. Уверен, что если бы Летов не был в черном списке практически всех радиостанций, Офелия имела бы все шансы стать хитом. Как рассказывал сам Егор, вдохновила его на создание песни знаменитая одноименная картина английского прерафаэлита Джона Эверта Милля с лежащей в реке нарядной Офелией посреди очень яркой и красивой растительности. Далекая Офелия смеялась во сне, пузатый дрозд, мохнатый олень. Не менее интересна и история картины Милля. Те, кто читал трагедию Шекспира, хорошо знают, что Офелия повредилась рассудком после того, как Гамлет убил ее отца. В таком состоянии она часами бродила вдоль реки, собирая цветы и плетя венки, пока не решила свести счеты с жизнью в ту самую реку, бросившись. Именно это описание и пытался передать на картине Джон Миллер. Необычным для того времени было то, что художник поначалу изобразил на картине природный пейзаж и только после него саму Офелию. Пейзаж он рисовал с натуры, тщательно выписывая всю прибрежную растительность. По воспоминаниям Милли, это далось ему непросто. Во-первых, на художника грозили подать в суд за то, что он без разрешения вторгся на поле графства Суррей. Во-вторых, сильные порывы ветра чуть было не сдули в воду его самого. А в-третьих, по его пятам следовали 2 лебедя, безжалостно объедающие растения, которые он хотел запечатлеть. Офелию Милли тоже рисовал с натуры. Натурщицей выступила 19-летняя Элизабет Сидл, которая часто позировала и другим художникам. Роль Офелии потребовала от девушки изрядной выдержки. Она несколько часов лежала, раскинув руки в ванной, облаченная в старинное платье с цветочной вышивкой, который художник специально для этого купил. Позирование осложнялось тем, что дело было зимой, и ванну приходилось подогревать масляными лампами. Впрочем, помогало это плохо, и в итоге Элизабет сильно простудилась. Пишут, что поначалу картина особых восторгов у критиков не вызвала, однако затем стала классикой. К запечатленному художником образу Офелии нередко обращались кинематографисты, начиная от Лоуренса Оливье в фильме «Гамлет» до Ларса фон Триера в картине «Меланхолия». Что касается песни, то у слушателей поневоле возникали и другие параллели. Прежде всего, со смертью подруги Летова, певицы Янки Дягилевой, которая, как я говорил ранее,
то ли случайно, то ли сознательно утонула в реке Ине. Из каверов на Офелию можно упомянуть разве что версию Ольги Арефьевой, вышедшую в трибьют «Гражданской обороны». Влюбленная Офелия плыла себе вдаль, сияла ночь, звенела земля, стремительно спешили, никого не таясь, часы в свою нелепую смешную страну. Кроме того, хочу рассказать вам историю создания альбома из статьи музыкального журналиста Петра Каменченко. В начале 90-х Саша Олейник, известный в системе как Сталкер, решил издавать музыку на только входящих тогда в обиход компакт-дисках. И не абы какую, а отечественный рок, на который был уже немалый спрос. В рок-тусовке того времени Сталкер был весьма заметным персонажем. В центре Стаса Намина он числился директором пролетарского джаза. Так было записано в его трудовой книжке. А в родном отечестве, на Уральском заводе, CD делали в то время исключительно убогие, да еще и крали по установившемуся обычаю третью часть тиража. В связи с этим Сталкер решил производить русский рок за границей, а конкретно на Sony в австрийском городе Зальцбурге. Растаможивались CD при посредничестве и особой заинтересованности Московской патриархии, как спиртное, сигареты и еще много чего, что РПЦ помогало в то время растамаживать хорошим людям. Одним из наших заказчиков стал Егор Летов. Как о чем и с кем конкретно договаривался Сталкер, я так и не понял, но в какой-то момент в офисе, расположенном в техническом помещении Госстандарта на Ленинском проспекте, появился директор Летова Женя Грехов. Грехов вывалил из авоськи кучу пленок. На расспросы, что это и что с этим делать, директор предложил разбираться нам и исчез навсегда. Сам Летов устранился от процесса еще раньше и на призывы не отвечал. Поклонником Летова я не был, и репертуар гражданской обороны представлял себе лишь в самых общих чертах. На пленках же оказалась какая-то каша. Трек-листы не соответствовали записям. Одни и те же песни повторялись по несколько раз в разных вариантах с кучей грязи и цифрового мусора. Чтобы попасть в 80-минутный формат, максимальное время для CD, я выбросил повторы, что-то подрезал, что-то сократил, убрал слюни у Летова изо рта. Альбом «100 лет одиночества» заканчивался несколькими минутами цифрового шума, треска, шуршания и прочих звуков, не поддающихся идентификации. «А с этим мусором что будем делать?» – задал мне вопрос инженер звукозаписи. «Давай тут фейд-аут сделаем, уведем звук секунд за 5», – принял я вполне очевидное решение. 100 лет одиночества, звук затихает, тишина. Красиво получится, и 80 минут уложимся. Так и сделали. Альбом вышел и неплохо продавался. Даже получил золотого волчка. Приз за лучшее оформление CD 94 года, присуждавшийся тогда компании Триарий. Я же занялся следующим проектом. И вот ночью у меня зазвонил телефон. «Это вы 100 лет одиночества ремастировали?» Спокойно, даже с некоторым сочувствием поинтересовался Летов. «Да». «Тварь, падла, фашист!» Летов вопил в истерике минут 5. Постепенно выяснилось, что тот самый цифровой мусор, что я так безжалостно изничтожил, был важным концептуальным решением и нес главную смысловую функцию всего альбома. Егор собирал его несколько лет с разных пленок, и в его понимании 100 лет одиночества должны были заканчиваться 2-3 минутами именно такого треска и писка. Вот так, по неразумению и разгильдяйству, был уничтожен шедевр. После выхода «100 лет одиночества» к эстетическим метаморфозам Летова добавились и политические. Восхищенный примером защитников Белого дома в октябре 1993 года и ужаснувшийся их жестокому расстрелу со стороны сорвавших маску демократов, Егор резко отказывается от своих антисоветских взглядов, выступает на стороне патриотических сил, сперва в национал-большевистской партии Лимонова, затем в Компартии, и начинает проповедовать революционные ценности. Какой это вызвало шок у большинства интеллигентской тусовки, трудно передать. Это сейчас демократический мусор немного выветривается из голов интеллигенции. А тогда всех так пугали гулагами и советской цензурой, что даже та жуть, в которую погрузилось постсоветское общество, не могла выбить дурь о процветании, которое подарит нам либерализм и свободная пресса.
Но Летов, вопреки всем своим прежним политическим убеждениям, почувствовал, что творящееся сегодня намного хуже прежнего, что, продолжая петь о гулагах, он вольется в ту самую подлую продажную струю, против которой боролся до этого. В итоге Летов с присущей ему резкостью объявляет себя советским националистом, организует движение «Русский прорыв» и записывает два совершенно оригинальных альбома «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия». Кто бы мог подумать, что, создавая, казалось бы, программные песни для новых революционеров, Егору удастся по-настоящему оживить героический дух времен Гражданской войны, как в мелодике, так и в текстах. Именно этот дух звучит в песне «Победа», посвященной защитникам Белого дома и утверждающей, что победа бывает не только фактической, но и моральной. Пировал закат, выгорал рассвет, полыхал в лицо пьяному врагу от родной земли до седьмых небес. Яростно и звонко звучала победа. В подобном настроении создавалась и песня «Родина», жизнеутверждающая и в меру плакатная, как и положено быть гимну. Вижу, поднимается с колен моя Родина, вижу, как из пепла восстает моя Родина, слышу, как поет моя великая Родина, снова поднимается с колен моя Родина. Летов активно гастролирует, выпускает альбом каверов на советские песни, а вскоре, наконец, начинает выпускать и собственные новые альбомы. Дух отстранения и усталости явно сквозит и в долгой и счастливой жизни, и в альбоме «Реанимация». Тексты становятся почти безукоризненны, звук чище, но Летов перестает удивлять. Он просто синтезирует и развивает все наработанное им до этого. Панковский нонконформизм сочетается с психоделическим побегом, мизантропическая наблюдательность, теплотой и душевностью лучших советских песен. Предсмертный альбом «Зачем снятся сны» неожиданно стал достаточно символичным итогом всего летовского творчества. Особенно светло и проникновенно звучит на этом альбоме песня «Сияние», повествующая о той самой силе, которой жил и которую стяжал Егор Летов. Сияние обрушится вниз, станет твоей судьбой. Во время волны переименований российских аэропортов в 2018 году имя певца было номинировано на присвоение аэропорта Омска, однако его не пропустили во второй тур. В ответ на это именем артиста назвали небольшой частный аэродром в Омской области. К сожалению, через год объект был закрыт по решению суда. Но в увековечение памяти Летова внес вклад и его брат Сергей. Он подарил местному музею квартиру, где когда-то проживал его знаменитый брат, по воспоминаниям Егора Летова. Вот, собственно, и все. Кроме самого главного всего, что хотелось выразить. Пусть не сложится мнение, что, мол, я сдался, сломался. Я никогда не смогу себе это позволить, так как лидер группы «Гражданская оборона» никогда не проигрывает. Он этого себе не позволяет и не имеет такого права. Нас уничтожают, нас мочат, нас попирают, но все, что я говорю, это Вавилон падает. И так оно и есть. Он падает наглядно и скоро окончательно упадет. И то, что происходит сейчас, это история про Содом и Гоморру. А насчет духа, так он ведь всегда и везде. Ничего ему не сделается. Если где-то и убывает, то где-то прибавляется. И я знаю, что оно есть. И там все наши. И художник Пурыгин, и скульптор Сидур, и режиссер Параджанов. И я там, а вы здесь. Счастливо оставаться.